Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ. Мы продолжаем нашу рубрику о политэкономика для всех. Сегодня у нас в гостях не ставший уже привычным Валентин Катасонов, а Михаил Геннадьевич Делягин. Добрый день. Доктор экономических наук, тоже экономист. Такая бледная тень Катасонова. Ну, значит... Хорошо, румяная тень Катасонова. Да, Отлично, румяная, договорились. да, будем говорить румяная тень Катасонова. Значит, Михаил Геннадьевич, ну, начнем по традиции нашей программы с того, что какие у нас последние экономические события. Ну, первое, что Слушайте, это... извините, я вас перебью, вы мне сейчас все скажете, но главное экономическое событие то, что госпожа Набиуллина на днях доказала всем, что она не умеет пользоваться сложнейшим научным прибором под названием калькулятор. У нас достойный председатель Банка России. Девушка официально заявила, что до конца года инфляция составит, ну, может достичь 8%. Да, значит, коллеги, не кидайтесь предметами в экран. Речь идет об официальной инфляции, которая существует исключительно в мозгах нашего руководства. А к той инфляции, которая имеет отношение к вашим карманам, она имеет отношение самое отдаленное. Ну, в принципе, нужно умножать на 2,5, тогда в среднем получится что-то близкое. А она сказала, ну, знаете, вот до конца года, по итогам года будет инфляция, ну, 8% или меньше. Она это сказала в тот момент, когда самая свежая статистика на 29 сентября, с 1 января по 29 сентября, было то ли 6,2, то ли 6,3, извините, сейчас не помню процент. Впереди 3 месяца, октябрь, ноябрь и декабрь. Самые инфляционные, это всегда инфляционная волна, ну, объективно, никуда не денешься. Причем инфляционная волна сейчас уже идет, ее уже видно, никакого сезонного удешевления или почти никакого сезонного удешевления вообще нет. И вот понятно, что ниже сентябрьских 0,7 официальных инфляции не будет. То есть если взять на калькулятор 6,2% умножить на 0,7 и так 3 раза подряд, то уже получится больше 8. Госпожа Набиуллина на столь сложную интеллектуальную деятельность, как она сама продемонстрировала, не способна. А единственным человеком, который достиг таких результатов перед ней, был господин Кудрин, который в прямом эфире на встрече с господином Путиным был увлечен последним, правда, его мягкой манере такой, слегка ироничной, в том, что он не читал отчетов собственного ведомства и не знает, как у нас дефицит бюджета. Понятно. Ну что ж, это такая немножко курьезная новость, но главная новость все-таки, которая делает сейчас экономические все данные, это падение цен на нефть, которая уже менее $90 стала. Ну, если считать бренд-смесь, Да. то чуть выше, вот я не знаю, сколько Ну, будет. ВТИ сейчас меньше ВТИ 90. меньше 90, бренд-смесь за период со своего пикового уровня, который был там 20 июня, где-то там, и до 30 сентября, она снизилась со 115 до 97, по-моему. Но у нас бюджет сверстан под 96. Сейчас, до 97 долларов за баррель. Со дня 30 сентября по день 2 августа упала с 97,7 до 91, по-моему, с 97,8 до 91,7. То есть больше, чем на 5%. За там 100 дней на 6 с лишним процентов, за 2 дня на 5 с лишним процентов. Правда, потом уже к вечеру отыграла, выскочила на 93, но понятно, что эра нефтяного благополучия нашего начальства закончилась. И это некоторое отражение базовых процессов. С точки зрения спроса и предложения, американцы наращивают добычу сланцевой нефти. Они за последние годы снизили свою зависимость от импорта с 60 до 30%. В июле они демонстративно отправили первый танкер в Южную Корею на экспорт. Правда, это считается не нефтью, а как у нас, у наших олигархов в конце 90-х, скважинная жидкость, чтобы обойти запрет на экспорт. Но, тем не менее, это был такой демонстративный акт. И на самом деле это очень высоко спекулятивный рынок. Спрос-предложение здесь на самом деле не работают. И базовая
вещь. Самое главное, что проявилось, это то, что спекулятивных денег в мире уже не хватает для того, чтобы поддерживать самый спекулятивный мировой рынок нефти. То есть рынок золота завалился давно. А как работает? Вы приходите с деньгами, как на любой рынок. И если у вас много денег, то цена товара, выраженная в этих деньгах, подскакивает. И нефть стоит дорого. А если у вас денег мало спекулятивных, если спекулянтов на рынке играет мало, тогда нефть валится вниз к цене спроса предложения. Ну, есть еще промежуточный барьер $90 за баррель. Это то, причем становится дефицитный бюджет Саудовской Аравии. Но американские товарищи уже начали публично разговаривать о том, что дефицит возникает при 80, а не при 90, что было верно 5 лет назад. А саудиты понимают, что их экономика еще менее эффективна, чем наша, и им нужно иметь запас. Потому что если сегодня будет $90 за баррель, значит, они умрут не сегодня, а завтра с их дефицитом. Вот теперь, что касается нас. В краткосрочном плане у нас все очень хорошо. Вы знаете, вот к такому, как Маяковский писал, к такому платьицу, да еще бы голову, было бы нормально. Да, наш бюджет сверстан, исходя из $96 за баррель. Но, знаете, если бы вы это не сказали, я бы даже и не вспомнил. Потому что, во-первых, это среднегодовая цена. В среднем за год у нас снижение, реальное снижение, отставание от прошлого года на 9% возникло только в августе. До этого было мизерное снижение. То есть в среднем за год у нас будет больше 96%, что бы ни происходило в оставшиеся 3 месяца. А самое же главное заключается в том, что неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета составляют 8,5 триллионов рублей, правда, на 1 сентября. Знаете, за сентябрь они не сильно То уменьшились. есть не выполняются бюджетные программы? Так Нет, получается? это заначка. А, Это в рамках бюджетного правила, когда сколько бы мы доходов не имели, мы все равно нефтяные доходы загоняем, что называется, в заначку. Мы не пускаем их в экономику. Душим экономику петлей и радуемся, что из карманов сыпется много денег. Вот. Эти 8,5 триллионов, ну, как сказать, 7 месяцев можно вообще не получать никаких доходов. Вообще никаких. А в первом полугодии сверхдоходы, сверхплана, превысили 6%. Более 400 миллиардов рублей. Это вполне приличная сумма. На самом деле. Так что вот если смотреть текущий баланс, он очень хороший. Портит абсолютно безумие нашего славного руководства. Потому что давать экономику в руки господ типа Медведева и Набиуллиной, это примерно то же самое, что а как ты ребенка отдать оцениваешь педофилу. Силуанова деятельность? Силуанов исполнитель. Силуанов в Минфине, некоторые люди говорят, что он считался официально самым глупым начальником департаментов, но причина была очень простая, потому что он самый честный. Он хороший исполнитель, он менеджер. Вот поставить ему директором детского садика, и все детки из этого детского садика поступят в хороший вуз. Неважно, что с ними будет в школе. А поставить его директором концлагеря, ну, все детки из этого концлагеря пойдут на опыт. Он профессионал в узком смысле этого слова. Профессионал хороший. Вот его феерические, патологические эскапады, которые периодически с ним случаются, я сначала не мог понять, что происходит. Это нормально. Это если профессионала заставить гробить дело, которое ему понятно, то у него он будет находиться в состоянии, так сказать, сильного эмоционального возбуждения, мягко говоря. И поэтому он будет периодически говорить странные вещи. Американцы с этим столкнулись во время войны. Как возникла американская психиатрия как отрасль промышленности? Во время войны они оказались перед задачей резко нарастить объем производства. И решили эту проблему за счет резкого снижения качества. Рабочие были квалифицированы. Когда квалифицированный рабочий делает некачественную вещь, он сходит с ума. И как ремонтный цех для рабочего класса и для инженеров Америки возникла психиатрия как индустрия. Как ремонтный цех. Но вот Силуанов находится в положении американского квалифицированного рабочего, которому сказали, что ты делаешь очень хорошую машину, а ну ты не прав, потому что теперь тебе нужно делать очень плохую машину. И пока Силуанов был начальником департамента макроэкономики, между прочим, он не принимал значимых решений. Потом замминистра. Он был подчиненным, он чувствовал себя нормально. Ну, подчиненному сказали, подчиненный сделал. Как это? Нам все равно, что потаскивать, что оттаскивать. А вот когда он стал министром,
Он вдруг понял, что это его личная ответственность, его личная... И он может. А к нему приходят люди и говорят: так, родной, значит, завтра ты скажешь публично журналистам, что пенсионер не получит денег, потому что все ушло на Крым. Он понимает, что это политическое самоубийство, он понимает, что это бред, и что это бред профессиональный, потому что пенсионные деньги можно потратить только на пенсии, а в то время никакого повышения заметного пенсии в Крыму еще не было. Говорит: ну как же так, это же невозможно. Нет, ты скажешь, это глупость, значит, тебе придется сказать глупость. Ну, вы знаете, вот я счастливый человек, я в такие ситуации не попадал на госслужбе. Когда я попал вне госслужбы, я ушел с партии Родина с этим. Сказал: я не буду делать глупости, пока вы мне не объясните причин. Михаил, ну вот вчера еще, возвращаясь к экономическим новостям, проходил форум ВТБ, банка ВТБ, на котором выступал и давай, Путин. давай, Россия. Да, Пляши, да. Россия. Что-то какое-то такое Ну название. да, вперед, Россия. Россия впереди. Да. Понятно. Значит, там выступал Улюкаев, выступал Греф, выступал Силуанов, ну, естественно, Набиуллина, и завершал это все Владимир Владимирович. Ну вот меня что поразило, я когда смотрел этот форум, самая часто употребляемая фраза была инфляционное таргетирование. То есть, переводя на русский язык, установка цели для инфляции. Это я объясню. Это мулька еще 95-го года или 96-го. Она тогда появилась, когда стало ясно, что никто не может контролировать инфляцию, никто не может сдерживать инфляцию. Проблема была решена тем, что было сказано: отлично, мы сделаем все по-западному, мы будем устанавливать цель и к ней стремиться. И мы будем говорить, какой кошмар. Не в каждый момент, когда инфляция слишком высокая, а мы будем говорить, какой кошмар, только когда мы промахнулись мимо цели. Только один раз. Вместо того, чтобы делать это каждый день. Значит, в современной ситуации это связано с настоятельным желанием госпожи Набиуллиной и Юдаевой отказаться от своих, на мой взгляд, служебных обязанностей. Банк... С чего началась девальвация этого года? С чего начался кошмар? Вот тут мы плавно переходим уже к основной части нашей С чего программы. началось бегство капитала в январе до всех украинских проблем, которое превысило составило 19,5 миллиардов долларов? С того, что госпожа Набиуллина с Юдаевой в конце декабря сказали: вы знаете, а Банк России не будет обеспечивать стабильность валютного рынка. Это вмешательство в свободную игру рыночных сил. Это неправильно. Мы не будем отвечать за стабильность валютного рынка, а хочу я быть владычицей морской. То есть не владычицей морской, разумеется, а хочу я контролировать инфляцию. Банк России теоретически может контролировать инфляцию по учебнику, потому что он определяет объем денежной массы. Спрос, предложение, и он влияет на скорость оборота денежной массы. Но есть маленькая деталь. В нашей стране главным фактором инфляции является произвол монополий, к которым госпожа Набиуллина имеет такое же отношение, как и к здравому смыслу. И когда госпожа Набиуллина говорит: я буду регулировать инфляцию, но это звучит примерно так, как если бы слесарь говорил: я теперь буду гинекологом. Чуть-чуть не воодушевляет. Чуть-чуть не его сфера компетенции. Или я бы сейчас перед вами сказал: знаете, хотел я быть экономистом, но слишком много ответственности. Буду-ка я теперь астрофизиком. Но понятно, что мне, чтобы стать астрофизиком, нужно лет 15 учиться, и не факт, что получится. А госпожа Набиуллина ей бессмысленно учиться, потому что Банк России не влияет на произвол монополий. Он может слегка, ограничивать может произвол монополий на финансовом рынке, а в торговой сети, а в производстве, а в сельском хозяйстве, а в строительстве, а в транспорте, а в связи. Не может. Это вообще не его дело. Поэтому Набиуллина снимает с себя то, за что она действительно должна отвечать, и что она может делать, и берет на себя то, что она заведомо делать не может, чтобы потом в светлом для нее будущем сказать: ой, вы знаете, ну не шмогла я, монополисты виноваты. Михаил, ну вот зрителей наверняка сейчас больше всего беспокоит тот рост курса доллара и евро, который сейчас наблюдается, и то падение рубля. Мы еще не так давно помним, было 30 рублей Давайте за доллар. сначала скажу по-простому, а потом как есть. Давай. По-простому, вот эффективность. По-простому. Курс национальной валюты зависит в первую очередь от эффективности, адекватности и вменяемости руководства страны. Экономического руководства. Возьмите портрет Медведева, Шувалова, Дарковича. Возьмите портрет Улюкаева, верного соратника Гайдара. Возьмите портрет Набиуллиной
и портрет госпожи Юдаевой. Посмотрите на них внимательно и ответьте себе на вопрос сами. Может у этих людей быть крепкий и стабильный рубль? Или не может? А что, по лицу это так видно? Ну, вы знаете, любой человек, который какое-то время прожил, он понимает, что первое впечатление имеет право на существование. Оно бывает часто неверным, но оно имеет право на существование. И на лице много чего написано. Когда вот совокупность лиц, которые руководят нашей экономикой, которые определяют состояние рубля, посмотрите на них. И я думаю, вопросов не будет. И то, что я сейчас буду говорить умного, это уже будет лишним для большинства. То есть надо отбирать, грубо говоря, на кастинге как актеров, экономистов? Нет. Нужно отбирать людей ответственных. А состояние ответственности, оно, как любое другое состояние, оно отпечатывается на физиономии. Ну, немножко оно влияет. Ну, как сказать, Ну, хороший актер может любое лицо сделать. 50 руководителей не могут быть хорошими актерами все. 10 легко, а остальные сделают погоду. Теперь про науку. Что такое наша экономика? Она загибается под безумным бременем коррупции, безумным бременем монополизма, с которым нельзя ничего сделать. Наши не могут ничего сделать, потому что если ограничить произвол монополии, то чем они тогда будут платить взятки? Логично. И с 2012 года мы присоединились к ВТО на кабальных условиях, рабских абсолютно, и уже больше 2 лет торжественно гордимся на каждом углу, что являемся единственной страной СНГ, которая уже в ВТО, а еще ни одной революции не случилось. Единственной. В некоторых случилось по 2. Экономика сыпется, и позапрошлом году, в 2011 году было 4,3, в 2012 было 3,4 экономический рост, в прошлом был вообще 1,3, при том, что социально-политическая стабильность данной модели требует минимум 5,5%. Иначе на воровство не хватает. Соответственно, было понятно, что в этом году будет экономический спад. Ну, как вы себе представляете, приходит товарищ Медведев к товарищу Путину и докладывает: Владимир Владимирович, у нас все замечательно, мы осуществляем замечательные рыночные преобразования, все чудесно, все идет по плану, одна проблемка, экономика падает. Но это из-за санкций. Еще не было санкций, это был конец 2013 года. Сейчас уже придумали санкции, но люди-то вменяемые понимают, что санкции, конечно, болезненные, но они не фатальные и даже не критичны. Что делать с такой экономикой? Можно начинать развитие, модернизацию инфраструктуры. Это сразу поднимет страну. Сразу будет изменение делового климата, бурный рост. Но, простите, пожалуйста, деньги, которые направлены на модернизацию инфраструктуры, их уже нельзя украсть. Это плохие деньги. А то, что от них будут воровать совершенно другие люди, которые будут строить мосты, дороги, каналы копать, линии, прокладывать электропередач. Это не те люди. Неправильные пчелы, неправильный мед. Модернизация не годится по этой причине. Бороться с коррупцией. Но, вы знаете, отдельные святые отказывались от имущества. Но не было в истории прецедента, чтобы отказывался от имущества весь правящий класс, отказывался от благосостояния. Так не бывает. Один князь может стать Буддой, но все княжеское сословие невозможно. Можно ограничить произвол монополии, как я говорил, тогда взяток не будет. Кому нужно честное общество без взяток? Простите, пожалуйста. Ну, в нашем руководстве я имею в виду. Ну, может быть, товарищу Путину, но кто его будет спрашивать? Соответственно, единственный Михаил, способ... ты отделяешь Путина от правящего класса? А, Или он все-таки его часть? Знаете, это диалектика. Путин – неотъемлемая часть правящего класса, и более того, в очень большой степени его создатель. И говорить, что вот есть плохие либералы и хороший Путин – это бред собачий, потому что хороший Путин держит Медведева и всю эту славную, как бы сказать, помяшу, чтобы не употреблять слово «шобла», не знаю, как их назвать Вот здесь другим ты словом. противоречишь Евгению Федорову. И еще я противоречу ящерицам с планеты Нибиру Светлане Пиуновой. И еще я противоречу своим 2 знакомым. Они вообще полгода живут в психушке, а полгода их выпускают, потому что у них ремиссия. И даже больше выпускают, чем на полгода. И они вполне нормальные. Один, значит, рассказывает, что нас... Кстати, один про ящериц рассказывает, а у другого жена с тещей и дочкой являются злыми ведьмами, которые покорили весь мир. И способ работы с человеком заключается в том, что они же весь мир покорили. Тебе ж не стыдно, что ты в хорошей компании. С Обамой, с Путиным, с Папой Римским.
да, слушай, все классно. И на 3 месяца его хватает. Вот. А товарищ Федоров себя вполне разоблачил, когда он сказал, что он с удовольствием голосует за что он будет обязательно голосовать за все преступные законы в силу партийной дисциплины. На это можно про Из-за него ВТО. забыть. Он, по-моему, по-честному голосовал. Да. Что ж тут? Это... Но вернемся к инфляции. Вернемся к инфляции. К девальвации. Соответственно, экономика у нас сыпется. Да, вернемся к Путину сначала. Потому что отделять Путина от людей, которых он создал, привел власть, невозможно. Но между ними есть одна очень существенная разница. Я думаю, что Путин уже очень хорошо понял. Можно посмотреть хронику, в чем он сидел на открытии Олимпиады. И еще несколько хроник, когда у меня ощущение, что у него под одеждой что-то напоминающее бронежилетик. Такой, знаете, Ну, не только у тебя такое ощущение. аккуратный, вот хороший такой, качественный, пошитый по моде, может быть, даже хорошими портными, но тем не менее. Вот. Это означает что? Это означает, что человек понимает, что если он ошибется, то с ним будет не как с Саддамом. С ним будет как с Каддафи или хуже. И это абсолютно отделяет его от созданного им правящего клана, большинство членов которого надеется соскочить в случае чего. Что за карма такая? Ты уже не первый, не второй, даже не третий, даже не кто сотый. в этой студии говорит об угрозе государственного переворота. Прости, пожалуйста, знаешь, есть такая штука, таблица умножения. И вот когда 50 человек подряд говорят, что дважды 2 это 4, это не заговор. Это ближе, скажем так, к реальности, чем к заговору. Чем конспирологии. Да. Понятно. Ну, то есть, если один человек это конспиролог, 2 это конспиролог, 3 это конспиролог, когда их становится 500, это уже Нет, статистика. безусловно, могут сойти с ума и 500 человек, и 1000, и 1500, но мы же видим наших уважаемых друзей. Когда мне мой хороший друг из американского посольства рассказывал... Какие у тебя интересные друзья. У меня еще много разных друзей. Не надо ссориться с людьми просто так. А за что? А за что надо ссориться? За жизнь и за ценности. А каковы они? Ценности, идейные, духовные. Понятно. Но если человек не лезет мне в голову, не лезет мне в жизнь, почему нельзя с ним поддерживать человеческие отношения? И что он из США, из посольства? В общем, накануне этого славного марша нацистов и их либеральных пособников, руководство этого марша было вызвано к себе, чуть не сказал, на Лубянку, к себе в посольство. С ними была проведена жесткая воспитательная работа о том, что вы, гады, не смейте митинг проводить. Потому что московская мэрия была не против. Ребят, развлекайтесь как хотите. Хоть голыми танцуйте при свете луны. В этом отношении она была намного толерантнее, чем Адам Козлевич из «Золотого теленка». Но им объяснили, что, во-первых, не сметь. Во-вторых, потому что, если вы начнете говорить, то половина митинга станет вашими врагами, потому что они не за нацизм, они против войны, они его, знаете, как кошечек любят, животных любят, не вдаваясь в подробности. А если вы заговорите, то вы их введете в подробности, и они станут против вас. И, наконец, самое главное, вы будете говорить, людям станут скучно, они разойдутся, и это будет позорище, как уже бывало. Так что, когда происходят такие события, а с другой стороны, мы видим вполне откровенно и официально, когда вводят санкции против России после Минских соглашений, то есть за попытку прекратить кровопролитие. Так, но возвращаясь к инфляции, девальвации, и будет ли она продолжаться? Инфляция, девальвация. Так вот, ситуация, когда экономику поддерживать нормальными методами нельзя по политическим причинам, его нужно подстегивать прутиком, как корову. Прутик — это девальвация. Мы делаем девальвацию, цены подскакивают, люди беднеют, люди нищают, начинают быстрее бегать, быстрее крутиться, Да, больше но возрастает работать. Социальное недовольство. Возрастает социальное недовольство, это негативная плата, зато позитивная плата. Экспорт растет, импорт сдерживается, в страну приходит больше денег, можно с этих денег чуть-чуть отстегнуть людям, чтобы они были не такими недовольными. Происходит оживление экономики, потому что вдруг за счет того, что экспорт стал
экспорт приносит больше денег, а импорт стал дороже, выгодно заниматься импортозамещением. И вот экономика начинает дышать. Вдруг. Но вдруг импортозамещение это требует подготовки кадров, производства, А это вот время. теперь мы пришли к отличию от 98 года. В 98 году были простаивающие мощности, их сейчас нет. Были свободные и еще способные трудиться, уже не квалифицированные, но еще имеющие трудовую мотивацию рабочие руки. Сейчас они не имеют трудовой квалификации, трудовой мотивации, не хотят работать. Много-много других деталей. Инфраструктура была другая, самое главное, тарифы были другие. Сейчас же бессмысленно развиваться производством, потому что тарифами гробят. Но, тем не менее, кое-где, кое-что растет из-за этого. Нет системного роста, нет комплексного подъема, как было в результате Примакова после дефолта. Но отдельные ростки есть. И в первые 8 месяцев прошлого года у нас был промышленный спад маленький. А в этом году у нас промышленный рост тоже маленький, но рост. Инвестиционный спад 7% в январе месяц. Это катастрофа, это мы летим в пропасть. По итогам 8 месяцев 2,7% вполне пристойно. Происходят некоторые позитивные изменения. Скажем, кризис грузовых перевозок по железным дорогам преодолен на самом деле. То есть перевозки остались плохими, железные дороги остались плохими, диспетчирование никуда не годно. Но ситуация, когда с железных дорог разбегались куда глаза глядят, когда бензин возили бензовозами на 500 километров, а каменный уголь возили на 300 километров автомобилями, эта ситуация сходит на нет. Потому что железные дороги чуть-чуть улучшились, где-то больше, где-то меньше, но улучшились, и грузопоток на них вернулся. Тоже не весь, отчасти, но вернулся. Эффекта девальвации хватило на полгода. И мы видим, что уже в июле начался новый виток ослабления. Есть санкции, есть паника, есть спекулянты, есть Набиуллина с Юдаевой, куча славных факторов. Но главная причина – это то, что первая волна девальвации выдохлась, на полгода хватило, коровку нужно подстегивать еще раз. Это делать нельзя бесконечно, потому что эффект позитивный слабеет, а негативный нарастает. И уже сейчас он негативный. Уже сейчас негативный эффект, еще одну девальвацию, позитивный эффект будет больше негативного, который во второй половине этого года можно сделать. Сейчас идет девальвация, может быть, она продолжится, может быть, она ослабнет. Я думаю, что по политическим причинам сейчас рубль немножечко укрепится, и где-то под Новый год или после Нового года он ослабнет еще разик. И ситуация у нас очень плохая. У нас же на все это накладывается абсолютное нежелание аппарата управления работать. Все подражают коррупционерам, даже честные люди подражают в том, чем могут, они не работают. И у нас сейчас бюджет федеральный захлебывается от денег. Региональные бюджеты, да, катастрофа, кризис, но в основном держатся. И вдруг выясняется, что в Перми, в Омске и во многих-многих-многих других городах про райцентры я не беру. По отдельным позициям задержки заработной платы достигают 3 месяцев. В масштабах страны задержек заработной платы нет. Там суммы до 10 миллиардов рублей в масштабах нашей страны, задержки заработной платы, наплевать и забыть. Это ничтожно мало. Но по отдельным позициям 3 месяца задержки заработной платы. И как? Это сейчас, когда все хорошо, у нас экономический рост, промышленный рост, когда бюджет от денег захлебывается, когда нам на форуме ВТБ рассказывают правильные всякие слова, массаж душ, по-немецки это называется, не по-американски промывание мозгов, а массаж душ по-немецки, более корректно, как в Таиланде. Но при этом жизнь-то людей ухудшается с прошлого года. И мы приближаемся к точке невозврата. На самом деле 2015 год для развития потерь. Потому что 1 октября правительство не сменено. Это значит, что как ни крутись, как ни старайся, с 1 января придется исполнять тот бюджет, который есть. Который развитие не предусматривает в принципе, и который предусматривает, как сказать, помягче, 96, по-моему, долларов за баррель цену, которые уже точно не будет в следующем году. Вот. И Понятно. Михаил, сейчас мы переходим к последней трети нашей программы. Мы поговорим о международной ситуации экономической. Естественно, прежде всего, это Соединенные Штаты, как общепризнанный финансовый центр. Собственно, многие экономисты говорят о том, что
корень всех проблем экономических, которые в мире происходят, и не только, и политических в том числе, находится все-таки в Соединенных Штатах с их колоссальным, постоянно растущим долгом, который потолок постоянно заимствования поднимает Конгресс, и той безумной экономической политикой, которую проводит Обама. И они вынуждены из-за этого устраивать во всем мире вот такие политические проблемы, в том числе вот из свежего это вспышка в Гонконге. Ну, слушайте, я не могу сказать, что я как-то сильно люблю обезьян, но давайте не будем обвинять Обаму в том, что он не виноват. Он объективно в безвыходной ситуации. Обама – это смесь американского Навального с американским Кириенко. Что-то ужасное. Вот. Это человек, которого поставили в проигрышную ситуацию по принципу, а посмотрим, как ты из этого выкрутишься. В крайнем случае, все свалится на тебя не жалко, ты чужой. Глобальные монополии загнивают. Это проявляется в том числе в росте долга, и этот долг нужно зажигать. Чтобы сжечь долг, нужна Третья мировая война. Пытаются разжечь одновременно на Украине и на Ближнем и Среднем Востоке. Ну, на Украине дрова сырые. При всем... Дыма много, огня не больно много. Ну, знаете, если смотреть с точки зрения гуманизма, то это чудовищно. С точки зрения Третьей мировой войны удерживаемся. Единственное, что есть оправдание российской государственной политики на Украине, это стремление избежать разжигания Третьей мировой войны именно там. Пусть она будет в Саудовской Аравии, в Ираке, в Сирии, в Турции. Жалко, конечно, Израиль, хорошая страна, прекрасные места, но не повезло. Подались запиться неласковым вечером в 1948 году и думали, что им это сойдет с рук. Но я не оправдываю нашу политику, я просто объясняю единственно оправдывающую логику. Я не могу сказать, что я с этим согласен. С тем, что мы Ну вот делаем. эта тактика, которую Обама проводит, что вокруг хаос и только у них порядок, она Это до спасает их? Обамы, это началось в 95-4 годах в Югославии, когда они осознали, что они делают. Вот. Это позволяет им продлить огонь. Но вот сейчас, чем отличается Украина и ИГИЛ от того, что было все до них? Это уже не региональная дестабилизация с целью напугать всех до смерти и загнать всех в Америку. Все капиталы спекулятивные. Нет. Это уже разжигание Третьей мировой войны. ИГИЛ – это очень серьезно. Это сознательное выпускание джина из бутылки. Некоторые люди говорят, что началось во время лекции Обамы в Каирском университете, когда на первых рядах сидели эти братья-мусульмане, которые были запрещены за членство в организации, рядовое членство. Тюрьма была в то время в Египте, а здесь сидели руководители этой организации на первых рядах во время выступления Обамы в Каирском университете. Ну, знаете, идея сначала рождается как идея, сначала начинается политика, которая позволяет соскочить, а вот сейчас на Украине и с ИГИЛом это уже проявилось как конкретная политика. Есть юридическое доказательство этому. Когда ИГИЛ собрался идти на Багдад, американское руководство отказало своим ставленникам в Багдаде в военной помощи. Пообещали послать инструкторов, там, кого-нибудь, типа, живите как хотите. И только когда Россия и еще кто-то сказали, мы сейчас вам дадим самолеты, чтобы вы могли отбиться, только после этого, после нас, американцы стали реально помогать своим собственным ставленникам. Это значит, что им нужно было разжечь катастрофу. Не дестабилизацию, а катастрофу. На этом фоне Гонконг – это мелкая игра, стратегическое окружение Китая, сдерживание и булавочные уколы, чтобы Китай раздражался. Только нужно понять три вещи. Первое. Есть американский фактор, безусловно, без вопросов, он уже вылез в полный рост в виде информационной, политической поддержки и все остальное. Но есть еще два фактора, которые определяют эту ситуацию. Второй – это социальный фактор. Студенты в Гонконге – это, грубо говоря, мажоры. Гонконг предельно богатые, там 7 или 7,5 миллионов человек. Это высочайший уровень жизни. Это люди, это дети очень состоятельных родителей. И это, так сказать, митингуют на площади, бунтуют и сопротивляются полиции
люди, которые не осуществляют революцию, да, это люди, которые выплескивают молодежную энергию, молодежный протест в произвольном направлении. Но ведь их просто используют, и используют американцы, и они понимают, И вот зачем они здесь это третий делают. фактор. Вот здесь третий фактор. Это симбиоз оружия с тем, кто его использует. Это выгодно американцам, но это выгодно этим студентам. Потому что если они победят, хотя они не могут победить, то они будут жить при демократии, которая им кажется раем, и которой никогда не было в Гонконге. А если они проиграют, то они будут героями демократического движения. И, как говорил мне в 92 году один помощник Гайдара, почетными политическими беженцами в любой фешенебельной стране. Ну, как Пусси Райтс. Да? Беспроигрышный. Хороший пенсионный фонд. Для тех, естественно, кто выживет. Те люди, которых бросают непосредственно на щиты полиции, под дубинки полиции, под водометы, понятно, что они искренне верят, они борются за светлое будущее, они по-честному обмануты. Я всегда повторяю то, что мне сказал один очень пожилой немец, который с нами еще воевал, и я подозреваю, что он не просто так воевал, не рядовым солдатом. Он сказал: вы поймите, пожалуйста, что неправедные войны ведут политики и генералы, а солдаты всегда сражаются, умирают за родину. Я его спросил: простите, пожалуйста, а вы были солдатом или генералом? Так улыбнулся и сказал: я был капитаном. Так вот, так вот. Есть третий фактор, который мы должны всегда помнить. Американское влияние в Китае по сравнению с американским влиянием у нас – это ноль. Основная часть денег, которые выделяются американцами на коррумпирование китайской правящей верхушки, основная часть этих денег поступает в бюджет Китая. Причем не потому, что этих людей арестовывают и отбирают у них все, а потому что они сдают сами. Это хорошая, грамотная, циничная работа по высасыванию денег из наиболее предполагаемого противника и по введению его в заблуждение. Это не китайцы говорят, это говорят американцы. Но я никогда не верю людям, которые хвастаются. Но в Китае есть жесточайшая политическая борьба. Она ни на минуту не утихала. Либеральный клан во главе с Ху Цзиньтао потерпел в 2012 году на 18-м съезде чудовищное политическое поражение. Их выкинули отовсюду. Это было сделано очень грамотно. Остался только премьер Ли Кэцян. Но он премьер, он отвечает за хозяйство. Если будет экономический кризис, он уже нарастает, то он за него и ответит. Это расстрельная должность. Ну, не в прямом смысле слова, это политически проигрышная позиция. Поэтому его и оставили. Ху Цзиньтао должен был быть руководителем военного комитета, его убрали при помощи нескольких политических кризисов, нескольких скандалов. Ну, это прежде всего Босилай история. Бо Силай – это мочили леваков и патриотов. Вернее, либералы мочили леваков вместе с патриотами. А потом был ответный удар очень жестокий, о котором леваки и патриоты, у нас почему-то западной терминологии принцы используются, там очень разные есть люди. Бо Силай тоже принц, хотя он левак. Вот. Он был мэром Чунцина. Он был мэром, он сын героя. Так же, как и Си Цзиньпинь. И когда у нас говорят: ах, Си Цзиньпинь, это принц, это из китайской номенклатуры, у нас как-то забывают, что это из китайской номенклатуры в 7 лет, по-моему, отправился в ссылку в деревню, когда папу выгнали отовсюду. В 7 лет папу выгнали отовсюду, потом отправился в деревню, и в 14 лет товарищ Си Цзиньпинь из этой ссылки пытался сбежать, после чего 6 лет провел в местах лишения свободы. Но я могу сказать, что это ад даже по китайским меркам. А тогда это было тем более во время культурной революции. И вернувшись потом на поселение, он в 18 лет возглавил местную организацию комсомола и быстро вступил в партию, не отрекаясь от своего отца. Он вступил в партию в 76-м году, не помню точно, помню, в 78-м, не помню, когда он вступил, но вот ровно в тот момент, когда это можно стало сделать, не отрекаясь от отца, вот в этот момент он уступил. И потом друзья отца ему очень сильно помогали. И он фантастически женился. Мелкий, партийный руководитель, да, растущий с перспективами, женился на певице, которая была известна всему Китаю. И пока он не вошел в руководство Китая, его жена была известна значительно больше, чем он сам. То есть это
последний человек из железного китайского поколения. Си Цзиньпин. Но либеральный клан потерпел чудовищное поражение в 2012 году. Что грамотный, правильный, профессиональный политик способен не попытаться взять реванш? В стране, в которой средний класс в 2 раза превышает по численности населения России, даже больше, чем в 2 раза? Конечно, нет. Где безумные ожидания и демократии, и свободы, и роста благосостояния, и все это невозможно. Это все ожидания, которые обречены на обман, и умная часть Китая уже это понимает, уже это видит. И мы видим в Гонконге начало попытки реванша либерального клана. В прошлый раз это вылезло наружу в Тяньаньмэне. Когда китайская армия шла в Пекин, еще не подавлять, еще не убивать, на всякий случай, для балансирования ситуации, а по этим колоннам стреляли из гранатометов. Такие же армейские подразделения, как они. И был приказ бросать сожженные машины вместе с экипажами, не оказывать помощи, любой ценой пробиваться в Пекин. 89 год. Китай. Это жесточайшая борьба межклановая. И представить себе, что студенты просто так вышли на площадь в Китае, что их никто не вывел, что их вывел ректор. Ага. Нет, говорится, что вывели их американцы. Но не было американцев в постмаоистском Китае, в Тяньаньмэне в 89 году такого влияния. Нет. Их вывели тогдашний либеральный клан Чжао Цзиян, по-моему, который был руководителем Китая, и которого в результате этого Дэн Сяопин и другие прагматики свергли. Это было страшно, то, что случилось. Дэн Сяопин после этого ушел в отставку и на 3 года удалился от дел. И только когда посыпалась уже экономика, он решил вернуться в политику и исправить положение. И он попытался что-то сделать, и выяснилось, что ему нельзя даже статью напечатать. Он поехал в поездку по южным провинциям Китая, он напечатал первые 2 статьи под псевдонимом. И просто потому, что люди его узнавали, он проводил встречи на заводах, на фабриках, люди его в вузах, люди его узнавали, и пошла молва, и Дзян Зимин, которому очень многим был обязан, сказал: хорошо, ладно, поддержим инициативу старика, он безопасен. И сейчас, это мы сейчас постфактум такой видим, и Гонконг, да, это особый административный район, но это часть Китая. И это американцы на 10%. И на 30% это социокультурный и психологический слом, который предстоит пройти всему Китаю. А на 60% это межклановая борьба наверху. Понятно. Ну что ж, собственно, в завершении я все-таки хотел бы услышать ваш прогноз по Соединенным Штатам Америки. Все-таки, как бы мы ни говорили об экономике Китая, Европы, России или других стран, все в любом случае замыкается на одно, на доллар, на Федеральную резервную систему, на золото и вообще, прежде всего, вот на ту безумную ситуацию с долларом как единой мировой валютой. Вот постоянно звучат прогнозы, что доллар все-таки рухнет, но пока он растет. Вот насколько хватит еще запаса прочности у американской экономической системы? Это непредсказуемая вещь, по крайней мере, моими скромными способностями. Я могу сказать, что до следующего августа мир простоит. Вот горизонт планирования – это год. На год запаса прочности хватит. Что будет дальше, вообще непонятно. Распад мира на макрорегионы, который нам предстоит, это чудовищно болезненный, чудовищно разрушительный процесс, который будет сопровождаться в том числе чудовищными человеческими жертвами. Неминуемо. Вот. Но где-то год стабильности до августа. Во всем мире, не только у нас, август – это время, когда стратегическое планирование, составляется план на следующий год, и начинается реализация стратегического планирования. Ставятся рамки, в пределах которых будем жить в следующем году. Рамки ставятся иногда очень жестокими методами. Вот. А в нашей стране, до конца ноября поживем.
до середины ноября поживем. Этого года или следующего? Следующего. У нас будет очень плохая весна. Очень плохая, потому что перезимовать-то мы перезимуем, не Украина. А вот когда все расцветет, и мы увидим, что природа цветет, а надежды увяли, это будет сильный шок. Особенно для тех, кто сохранил надежду, а таких много. Этот шок будет использован нашими славными друзьями-либералами, и не только из посольства, а не только из Вашингтонского обкома, для того, чтобы попытаться начать Майдан. Не получится. Но здесь могут быть очень болезненные эксцессы, потому что мы видим на примере истории с мусульманами около центральной мечети, что американцы, либералы, очень хорошо насобачились использовать карту межнациональной катастрофы, которая у нас в России происходит, и этнической, и межконфессиональной катастрофы. И, безусловно, здесь будут целенаправленные провокации. Ну, не будем считать людей дураками, а раз они не дураки, значит, они это будут делать. А может взорваться и само, потому что где-то тонко там рвется. Но это удастся как-то зафиксировать и застабилизировать, пусть временно. А вот сорвемся мы после ноября следующего года, или в ноябре следующего года, или еще какое-то время продержимся, это будет понятно, я боюсь, только в августе следующего года. Потому что чем меньше запас прочности, тем выше фактор случайности и тем выше фактор внешнего воздействия. Сейчас у нас хороший запас прочности. У нас еще крымская заморозка действует. А когда Крым перезимует, 40% Крыма газифицированное жилище, остальное топится углем. Кто в Москве это знает из руководящего состава? Подозреваю, что никто. А это значит, что завозить уголь в Крыму неким. Нечем. Не на что. Ну и кто вспомнит об этих людях сейчас, когда санатории делят? Ладно. То есть у нас есть время. У нас есть некоторый запас прочности. Но я думаю, что если вы продаете недвижимость, то лучше заняться этим процессом до весны. Ну что ж, спасибо за столь развернутый анализ. Я думаю, наши... А вы в кофе ничего не добавили? Нет. Что-то я разговорчивый стал сегодня. Ну, это аура студии. Ну что ж, уважаемые зрители, сегодня вы получили вид на политическую экономику от Михаила Делягина. Итак, экономистов много, мнений много, программа у нас одна, и кошелек у вас в кармане тоже один. Оставайтесь с нами, и вы всегда будете в курсе последних экономических событий, прогнозов и комментариев по экономическим вопросам и связанным с ними политикой. До новых встреч!